Всем привет, с вами Кацунако. Итак, не все радужно, как на первый взгляд сказалось. У нового аккумулятора частота мигания индикации на джойстике была увеличена из-за того, что на аккумуляторе, на новом, который я поставил, вот на этом, перепутана полярность элементарно, плюс-минус. То есть, как мы увидим, здесь она вроде одинаковая по проводам, по штекерам. Здесь у нас указано вот черный минус, красный провод идет плюс. Вот здесь также красный получается плюс, черный минус, но если вот здесь вот приглядеться, где пайка контактов, то окажется, что красный это у нас получается минусовой. Сейчас не знаю, попробую увеличить, будет ли что-то видно. Вот здесь вот, я не знаю, увидите вы или нет. Но прибор покажет. У меня имеется мультиметр. Во, четко. Итак, мы подготовились. Подключено все у нас правильно. Проверим на батарейке. Вот, как видите, у батарейки здесь минус. Ой, здесь плюс пипка. А здесь ровная минус. Значит, черный щуп с минусом подсоединяем на минус, а красный на плюс. Видимо, она полудохлая у нас. 0,2 вольта показывает. Я выставил постоянный ток. Если мы черный щуп минусовой поставим на плюс, а плюсовой на минус, у нас указания будут отрицательные. То есть вот здесь будет указано минус. То есть, чтобы мне потом не говорили, ты просто тупо щупы перепутал, не то меряешь. И вот здесь сейчас мы померяем напряжение. Установим щупы. Черный к черному, красный к красному. Все как положено. Хоп. Соскочило. Немного неудобно все это дело. Вот, 3,7 вольта на старом аккумуляторе. Все правильно. То есть красный у нас плюс, черный минус. А здесь же, на новом, у нас что выходит? Тут, как видите, красный справа, черный слева. Производим ту же самую махинацию. Так. И вот так. Нет, не достает что-то. Во-во-во. Что-то было. Вот. Видите? Отрицательные значения. Значит, у нас плюс с минусом перепутаны. Поэтому у меня целые сутки, у меня 24 часа стояло на зарядке. Сегодня просыпаюсь, думаю, сейчас проверю, как зарядился мой новенький аккумулятор. А он, оказывается, вовсе-то и не заряжался. Не знаю, но тут должен быть контроллер встроенный для вот таких вот моментов, когда путаешь плюс с минусом, ничего не сгорает у нас, потому что ток тут постоянно идет, и если перепутать без защиты какой-либо дополнительно установленной, у вас просто-напросто могут перегореть детальки на плате, либо аккумулятор бы сгорел бы, либо джойстик, или как правильно, геймпад.
Вот, что мы делаем? Я уже думал лезть сюда. Ну, во-первых, я подумал китайцу вот писать новый, ждать, ну, целый месяц, пока он придет. Не вариант. Второй вариант — отклеить желтую эту штучку, типа скотча желтого, и перепаять, провода местами поменять, в общем, методом пайки. Ну, что-то тоже паяльник заводить мне неохота, мне лень, если честно. Я решил тупо перекинуть концы местами. Здесь вот есть такие штуки, сейчас я вам покажу. Контакты интересные. Вот, что-то мы тут видим. В общем, если иголочку туда ткнуть, то легко можно вытащить проводок. Иголку берете, лучше привязать к ней кусочек ниточки, чтобы если она у вас упала, вы ее могли легко найти. Ибо потому что если на эту штуку вы наступите, она по вашей кровеносной системе начнет гулять. Ее будет сложно вытащить, так сказать. Вытаскиваться магнитами, стопориться, потом хирургическим путем вытаскивается. Вот, и что мы делаем? Мы пытаемся вытянуть, нажать вот здесь вот на контакт и вытянуть провод. Все, конечно, это очень сложно. Ну как сложно? Все миниатюрное. Давить больно на иголку. Там надо так прилично поднадавить. Что-то не хочет одна Панама. Скотина такая. Так, достанем-ка пассатижики. Попробую с помощью. Вот я извлек один контакт. Все казалось немножко по-другому. Попробую вам это показать. Вдруг кто с такой же штукой столкнется. Эта штука, и мы отгибаем вот эту вот беленькую штучку. Вот видите? Отгибаем, тянем. Все. Я ее вытянул. Так, что мы делаем? Вот этот паз на штекере слева черный, справа красный. Смотрим. Слева черный на штекере, справа красный. Делаем все точностью наоборот. Значит, мы берем штекер, и вот он паз у нас. Делаем слева красный, втыкаем, щелк, все зашло. Справа черный. Что-то не лезет. О, все. Подергаем. Все, чики-пуки. Пуки-чики. Так. Это мы убираем. Достаем бедный джойстик наш. Мне, кстати, извещение пришло, что пришла вот эта вот крестовина моя железная.
Эх, не вовремя немножко, так бы сразу поменял. То уж второй раз разбираю его, джойстик этот. Ну чё, пробуем. Втыкаем. Контактики все. В общем, что, собираем назад, ставим шлейф. Но собирать я сейчас не буду, я попробую это дело все проверить сначала. Так, вот поставил. Попробуем нажать на кнопочку. Смотрите, нормальное мерцание, нет никакой ускоренной ерунды. Аккумулятор как бы заряжен немного. То есть это уже радует. Ну что, укладываем и собираем. Так, защелкиваем, проверяем все кнопочки, нажимается все, защелки все защелкнулись, иголочку уберем пока что, приборчик тоже не нужен, отверточка нужна будет. Жаль, не магнитная, но кто вам мешает поставить сюда магнитик, и будут болтики магнититься, удобно будет закручивать. Да. Упс. Все падает, летит. Чуть-чуть надавили, он там зафиксировался. И погнали. Привык просто, все отвертки практически не магнитные. Очень удобно. К хорошему быстро привыкаешь. Сами знаете. Я вот когда с PlayStation 3 переходил, ну, купил когда 4 себе. У меня до сих пор имеется 3 PlayStation фатка. И для меня джойстик вот этот вот новый на PlayStation 4 вообще неудобный был. Ну как неудобно, именно вот по своему дизайну. То есть в руке уже не так лежит, как тот. Ну, короче, поиграл я, наверное, с месяца 2. Потом попробовал, перешел, что-то я, короче, захотел на PlayStation 3 поиграть. Сел за него, взял в руки джойстик, и все, я понял, что вообще не то. Что он действительно 4-й DualShock намного лучше, чем 3-й. Так что вот так вот. Ну что, сейчас включу питание на PlayStation. Это я специально выключил, чтобы по случайному нажатию кнопки PS у меня приставка не включилась. Вот. Включили. Теперь включу телевизор. Нажимаем кнопочку PS. Слышим звуковой сигнал. Приставка начинает включаться. Индикация горит. Вот, приставка у нас включилась. Громко-то как. Ну чё, я сейчас попробую джойстик отключить. Включаем питание. И видим. Как и должно быть. То есть медленные переходы с желтого в ноль. Оставляем его заряжаться. Первый цикл ему нужно дать максимальную зарядку, пусть зарядится, и потом полную разрядку. Все, всем спасибо, всем пока.